вообще не спала. Просто очень сонная, хожу по университету. И меня просто по коленям бил. Можно послушать, в том числе и Шипа Франсуа Коти. Какой-то институт благородных девиц. Все упражнения сегодня занимают 30 секунд, перерыв ровно 10 секунд после каждого упражнения. Так, я вышла уже на станции, где у меня будут пары, иду в университет. Наша, кстати, будет именно 2 лекции по новому предмету нарративные игры. Я не особо понимаю, что там будет, но на самом деле говорят, что очень хороший предмет и интересное преподнесение знаний от преподавательницы, так что я в предвкушении. Прогон игры, где-то с остроумными комментариями, где-то с какой-то матершиной, что-то еще, реклама 11 лет будет вылезать и прочее, прочее. Когда вышла «Третья Диабло», я очень-очень-очень хотела ее прям сразу получить. Я решила, что я хочу кофе. У меня сейчас эконом-режим, но я так хочу спать, что мой желудок и мои деньги, видимо, сегодня пострадают. Потому что, нереально. Очень интересный предмет. Мы обсуждаем игры, но, опять же, из-за того, что я хочу спать, иногда сложно. Учитывая очередь, видимо, я не попью кофе. Концепты, если помните, там может быть чем-то хорошим, чем-то прекрасным. Я уже пришла домой. Мы с одногруппницей шли с пар вместе, поэтому я не сняла какие-то подытоги. Предмет мне показался интересным. Там было много игр, которые я не играю. Пока нам ничего не задали, это просто были лекции. В следующий раз вроде как тоже будут просто лекции. И это отлично, потому что мы так как бы постепенно входим в темп. А сейчас я жду подругу, и мы с ней будем кататься на самокатах. День реально хороший. Сегодня я чувствую какой-то позитив. Я была искренне рада увидеться со всеми, увидеть снова вышку внутри. В том году я прям четко осознавала, что скучаю по университету, а сейчас не было такого вообще. Тем не менее, когда я пришла, я была реально рада. Так что, как будто все оказалось лучше, чем я планировала. Возможно, мне помог утренний спорт, но надеюсь, так и пойдет дальше. В общем, мы поехали кататься на самокатах в парк Малевича. Здесь очень красиво. Здесь очень красивые водопады. Я здесь была, когда было очень темно, и хотела сюда вернуться. Есть такое ощущение, что ты не в Москве. Летом. Мы случайно встретили моего папу. Он буквально мимо нас несся, стемнело. Вот все закроется, мы решили попить чай вместе. Мы вернулись домой очень поздно, так как долго ждали электричку, а потом задержались в гостях у папы. Первый семинар начался не без приключений, потому что у нас сломался проектор, и наши одногруппники долго пытались помочь преподавательнице его починить, но ничего не выходило. На первом курсе, не в школе, поэтому никаких новых истин я вам, наверное, не расскажу. Здесь он уже понимает, у него есть такая задача: Господи, спасибо вам большое, вы решаете мою главную проблему. Я сегодня практически вообще не спала, просто очень сонная, хожу по университету, ищу сейчас себе кофе. Вот я взяла в этот раз с собой стот же, чтобы просто в свою кружку налить. Маленький капучино медаль. У
У нас сейчас пока прошла только одна пара, у нас был семинар про презентации. Пока что мы только знакомились, но дальше в теории мы будем обсуждать, как делать презентацию, чтобы мы могли продать через нее продукты, свои услуги, просто запомниться, и чтобы нас могли до конца прослушать, и хотелось отвлечься на что-то. Очень у многих сейчас страхи, что мы узнаем то, что мы уже знали, но девушка очень милая, я надеюсь, что как-то в итоге она, если что, разовьет свою программу. Например, я очень хотела научиться делать динамические презентации. Дальше у нас была пара по нарративным играм. Можете ли вы сделать какие-то выводы? Схему построения героя, личности героя. Его олицетворяли с пустынным песчаным ветром. Хотя молодые идут консумировать брак. Так было в древности. Трикстер – отрицательный. Двоичный противник – отрицательный. Соперник – отрицательный. Ты еще долго будешь возиться? Вспомни, пока... У нас сейчас вот уже прошла лекция про нарративные игры. Там мы разбираем, опять же, какие бывают архетипы, то есть типажи персонажей в видеоиграх, как строятся вообще сюжеты. Но иногда это очень сложно. Люди, которые учатся со мной, иногда знают столько мифов. Меня прям поражает, насколько много тонкостей в этом. И бывает, я прям буквально теряюсь. Зато на перерыве вот такая у меня тут красота. Мне очень нравится, что у нас есть вот такие коридорчики возле лекционных, где можно выйти, например, на перерыве, как сейчас тут. Здесь вот другие лекции идут. Посмотреть на улицу. На следующий день у нас была очень интересная пара про сферу музейной деятельности. В прошлом году я даже брала эту тему в качестве курсовой работы. Но в этом году эти пары проходят очень рано, поэтому мне нужно немало времени, чтобы включиться в работу. К основному корпусу научной документации относятся и документации. Некоторые государственные музеи получают субсидию на комплектование. Это более общие документы, где здесь я со своей стороны. В последнее время я полюбила очень простой вариант приготовления макарон, то есть альденте макароны с обычным оливковым маслом и тертым пармезаном. Сейчас у нас прошла первая лекция по предмету менеджмент выставочного пространства, а вообще этот предмет относится к большому предмету майнер, который мы выбирали на первом курсе. Мой выбор остановился на майнере, который называется «Современные культурные практики и институции». Там мы изучаем современное искусство и, в общем-то, связываем себя с музейной сферой. В том году у меня было два предмета, относящихся к этому майнеру, то есть современное искусство и кураторские исследования, где мы как раз изучали основные объекты современного искусства, поджанры. И на кураторских исследованиях изучали дизайн пространства, то, как составляется этикетаж и планируется сама выставка. Сейчас же у нас будет предмет, который по большей части связан с документацией. Вот, например, сегодня мы проходили, что такое ТЭП, тематика экспедиционный план. Это, по сути, такая таблица, куда вносятся основные характеристики объектов искусства для выставки. Год создания, автор, размер. Пока я чувствую, что у меня есть проблема с концентрацией во время лекций, и особенно, когда это касается онлайн-лекций. А на майнере все предметы онлайн, потому что это межкампусный предмет, где учатся студенты из разных городов Высшей школы экономики. Но думаю, скоро это пройдет, и я буду хорошо воспринимать информацию и ни на что не отвлекаться, как в прошлые годы. Сейчас, наверное, я еще не отошла от летнего периода и какого-то расслабления и отдыха. А после пар я пошла на день рождения к подруге. Элина нашла и сняла очень красивый лофт, который безумно напоминал атмосферу эйфории, и там мы классно провели время, играя в настольные игры и выступая с презентациями на PowerPoint Night. Самокат, он крутился по кругу так, и меня просто по коленям бил. Я просто бежала и падала. Вот это было очень ужасно. Короче, меня мужик поймал. Очевидно, я тут собираюсь. Забивала в лофт. Офигеть, мне все очень повезло. Happy birthday to you. Я сейчас иду к одногруппницам. Мы будем сидеть на парах вместе, а потом праздновать новоселье. И сейчас будет один из самых таких страшных предметов в первый раз. Называется медиаэкономика. У нас уже была экономика на первом курсе. Это было очень неприятно. Наверное, это был один из самых сложных предметов для меня. Поэтому я очень напряжена. Кто-то говорит, что это будет проще. Я очень надеюсь, что эти люди правы. Потому что мне прям
стрёмно. Но надеюсь, что я ошибаюсь, опять же, что как-то я смогу это лучше понимать, чем на первом курсе, что будет больше примеров из сферы медиа, чисто на логику, чем на вычисления, потому что я ненавижу считать это все, боже. И вы получите меньше баллов, будет очень видно, поскольку статью вы все-таки прочли, время потратили. В первую очередь Я даже не поняла, что мы только что прошли. Как бы не пройти. Я хорошо, что ты оставила мне. Аудиторию, вам сопереживать, слушать вас, следить от начала до конца и там не смотреть в телефончики. Шарфик, шапочку, и ты уже идешь такой самый красивый. Ну согласитесь, прекрасно. Да. Ну так вот. Это маленький город, и когда мы слышим, что человек из маленького города, мы лучше воспринимаем эту информацию, потому что человек рассказывает об этом сознанием дела. Так вот, компетентность за это отвечает. То есть, почему мы доверяем Гарри? Популярность среди людей, так как это нововведение, всем будет интересно посмотреть, что такое. Также мы экономим 20% времени наших клиентов, потому что робот выполняет свою работу быстрее и эффективнее. Здесь нет Заголовку. Мои пары уже закончились, но я хочу сегодня сходить на пары другой группы, даже другого факультета, потому что мне очень нравится, как рассказывает один преподаватель у нас. И там такой достаточно сильный интерактив. Стоит какой-то автор, про кого не знается. Но, в принципе, это не в традиции. Скажем так, ноты. Ноты и бывают верхние, средние и базовые. Средние ноты уже вы учите, и останется что-то вот. Прошла уже одна из 2 лекций по предмету с духами, лайфстайл журналистика. У меня немного кружится голова от того, сколько духов мы послушали. Это очень интересно, я не сама понимаю, зачем мне это на самом деле, но мне нравится то, что это вовлекающее. То есть мы смотрим происхождение бренда, анализируем ноты ароматов и потом пишем рецензию. Так что это как будто бы напоминает мне какой-то институт благородных девиц. Мне нравится, правда. Вот те ароматы, которые великие, но которые сняты с производства. То есть там можно послушать, в том числе и Шипер Франсуа Котти. Просто интересно, все духи. Всемирная организация здравоохранения. Посмотрела на презентацию преподавателя, у нас будут дальше другие темы про гастрономию, про интерьеры, дизайн и про путешествия. И я не особо понимаю, как это должно помочь в лайфстайл-журналистике, но я думаю, я почитаю. Но как минимум это круто расширять кругозор и просто интересно. Дальше у нас была пара по нарративным играм. Интересно, кого мы там на самом деле отыгрываем, если мимикрия, то есть кому подражаем. Мы все-таки отыгрываем именно как бы свое видение Бога, который должен быть там жестоким, заботящимся. Взяла себе самый дешевый кофе на эконом-режиме сейчас. В общем, у нас идут пары по нарративным играм. Мы разбираем статьи, которые нам задали читать на дом, приводим примеры игр и какие-то из личной жизни ситуации, на знание терминов. В целом это прикольно. Я думала, что будет сложнее. Нас очень много запугала электрика, что у нас строгий преподаватель, но как будто пока все хорошо. Пост с извинениями, если... В видеоиграх есть какие-то все-таки нарративные элементы, потому что, например, кат-сцены. Что за основу, прям, не знаю, там, сеттинг какие-то делаем, историю всю, а если... Через день у меня был первый семинар по майнеру, то есть предмету, который связан с музейной сферой. Сейчас у меня проходит семинар по менеджменту выставочного пространства, и мы сейчас будем делать первое задание, то есть ТЭП. Выделять разделы выставки. В самом ТЭПе выделять разделы. У нас есть самая первая графа, и там, собственно, мы просто пишем название. Скопировала. Сейчас, извините, я ее переделаю. И
Нам нужно было выбрать тему, по которой мы будем компоновать экспозиции экспонатов. Мы решили, что это будет творчество авангардистов, и вот распределились по именам художников. Смотрим вот на этом сайте все данные и заполняем наш тэп. Кстати, за эту работу мы получили 10 баллов, что максимум по системе оценивания вышки. Ну, а на этом первая неделя учебы заканчивается. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть новые видео, которые выйдут уже совсем скоро. И всем пока!